Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши замечательные, прекрасные комментарии, за ваши лайки, за ваши подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Кто в окружении твоем двуличен? Кому тебе не стоит доверять? Может быть, узнаем подсказочку какая-то нам будет, нам, вам, да? От кого держаться подальше. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты. Какая вы? Да, интересно. Так, смотрите. Характеристика на вас. Такие интересные карты. Окно в потусторонний мир. Видение мира. Такое нестандартное видение мира. Может быть, сюда же, эзотерика увлекаетесь, таро, расклады, психология. Тут карта счастья, карта звезда. Смотрите, звезда, в первую очередь, всегда повторяю, интеллект, в первую очередь, выше среднего, наличие талантов. По звезде внешность привлекательная, какой-то, может, типаж такой кинозвезды. Но даже не в этом дело. Хотя звезда — это привлекательная женщина всегда. Многие вас считывают такая, с рамочками, границами, все в порядке. Корона на голове, может быть, эта фраза «все люди как люди, а я звезда», некоторые могут как-то так даже настороженно к вам относиться. Чаще всего в вашей ситуации тут показано женщины как-то, может быть, тут зависть отчасти, где-то вот как неприятие вас. Вот даже если вы находитесь в женском коллективе, вы все равно выделяетесь, вы все равно то ли какая-то более яркая, инаковость какая-то ваша. И почему-то показано фатально, и вот этот женский коллектив, то ли вам говорят очень наивно и глупо надеяться, что вы будете своей в этом женском каком-то коллективе, то ли временно, вот социум какой-то, вот это женское какое-то окружение, оно, не скажу враждебно, нет, это не о враждебности, это где-то настороженность, это где-то повышенное внимание к вам, где-то люди каждый ваш шажочек рассматривают как это, в микроскопе, где-то интерпретируют как-то ваши там какие-то слова, поступки. Вот тут к вашей персоне вот такое вот внимательное, как будто бы фокус внимания на вас, вот прям конкретно. Может быть, даже ваши какие-то там, я же говорю, поступки и слова это могут так вот интерпретировать, перекручивать. А вас вообще показывают, у вас какая-то своя цель в жизни, миссия, призвание у кого-то, видение себя, вот, может быть, звезда местная, может быть, медиа, там, личность, уж не знаю, девочки. Но и при этом показано у кого-то попытки обрести это счастье, у каждого оно свое, да, даже, может быть, сфокусироваться на этом понятии, что для меня является счастьем, приоритеты в моей жизни. У кого-то приходит через эзотерику или познание самого себя, через психологию. Вот эта вот карта, она так и читается: окно в иной мир. То есть это нестандартное видение, повторяюсь еще раз. Сюда же психология, эзотерика, вот, может быть, расклады. И опять-таки, вот как вас ведут, оно неразрывно связано. Ваша миссия, призвание, там таланты ваши, и это все вот как-то неразрывно связано с вот тут даже у кого-то даже мистический какой-то такой подтекст, у кого-то элементарно это получение знаний, тайных знаний, знаний, которые недоступны многим. И первая карта — это планы. Тут не один план, тут как будто бы вы выстраиваете планы в первую очередь по достижению вот этих вот своих реализация своих мечтаний. То есть вы идете к своей мечте, вы уже продумываете как минимум, как этого достичь. По крайней мере, идет осознание того, от чего я кайфую, в чем радость я получаю, да, допустим. И тут как-то настолько у вас различается видение своей жизни и даже радости какие-то вот вы получаете от этой жизни. Может быть, настолько это разное
видение вот ваше и вот этих вот женщин каких-то, вашего окружения, или те, которые там, ну, за вами приглядывают, подсматривают. И даже мне так идет. Может быть, даже вы сами себя ловите на мысли: боже мой, я точно не хочу такую жизнь проживать. Я точно... Тут даже нет такого, но я не буду говорить, что вот тут какая-то надменная там, или холодная, или отстраненная. Кто-то про вас, кстати, может сказать, что сочетание звезда и тут вот это окно в иной мир, как, ну, кто-то знает, что вы увлекаетесь, допустим, там, раскладами или таро, а кто-то вообще на вас смотрит, как чуть-чуть не от мира сего. И где-то так, может, даже они с каким-то, знаете, таким сарказмом, может быть, с иронией на вас смотрят, как-то пытаются даже подтрунивать, может быть, даже обесценивают вашу значимость, хотя тут так вот представьте, вот звезда, счастье, знания тайны, плюс планы эти говорят мне о том, что действительно вы не просто мечтаете, а вот как-то продумываете, делаете шажочки, может, кто-то уже конкретный путь проделал. Ну вот как-то так. Скорее всего, эти женщины, им в коллективе друг с другом проще. Даже не то, что там вам противостоять. Я не говорю, что вы там войну какую-то ведете против них. Тут какое-то безмолвное противостояние. Тут какое-то сравнивание. Тут какие-то параллели. Тут, может быть, даже им проще там где-то уменьшить ваши достижения, где-то, ну, обесценить даже вот ваши какие-то там попытки достичь этого своего счастья, дабы не чувствовать, может, себя где-то нереализованными, где-то ощутить то, что а я время теряю, а я упустила уже какое-то время. Да, вот вместо того, чтобы там действительно задуматься того, чего каждая из них хочет, не так вот в коллективно, да, там вот общая цель, мечта там в колхозе, да, ну не хочу никого обижать, ну, и вообще против колхозников ничего не имею. Я говорю об индивидуальности. Вот тут вот это ярко выражено с вашей стороны, и тут есть какие-то женщины, которым очень проще, друг друга поддерживая, где-то даже пытаться обесценить вас. Вот мне так идет, девочки, не знаю почему так странно и фатально, как будто бы этот сценарий, он уже не раз повторяется. Это как будто бы, может быть, даже вы уже свыклись с этим, осознали уже и даже не обращаете внимания, скорее всего, на это. Но это же не отменяет того, что это присутствует в вашем поле-огороде. Да, интересная карта. Так, задуматься. Мне кажется, значит, вы все правильно делаете. Да, просто... хотел сказать, может, камуфлироваться надо лучше, дабы не вызывать такую реакцию. Хотя, если вам по барабану, значит, это здорово. Значит, вы уже пришли к какому-то, это, знаете, как проработали себя осознанно уже. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Однажды он прогнется под нас. Так. Итак, кто в окружении твоем двуличен? Кому тебе не стоит доверять? Кто это за человек? Что это за человек? Кто он? Да? И почему тебе не стоит ему доверять? Почему? Прикольно, если сейчас выйдут эти женщины, да, которым не стоит доверять. У нас, по-моему, недавно что-то похожее было. Которые меня... Там девочка одна меня, ну, не знаю сказать... иносказательно, да, обвинила в том, что расклад похож был. Ну, что приходят, какие карты, я то и читаю. Значит, тут какая-то информация, она в поле в этом была. Вот, я же не могу ее по-другому, эти карты, прочесть. Как они приходят, для кого-то, для чего-то они приходят. Так, не претендую ни на что, но... Бывают расклады похожи один на второй. И, да, может быть, даже иногда грешу этим. Ну... Что приходит, то читаю. Так, значит, делайте перерыв, просмотры. Так, кто в окружении твоем двуличен и кому тебе не стоит доверять? Так, кто в окружении твоем двуличен, кому тебе не стоит доверять? Боже мой, что я делаю? Семен Семенович, заболталась. Вот эти вот карты сюда. Кто двуличен, кому не стоит доверять. Вот так. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. А теперь мы смотрим и делаем
Почему этому человеку не стоит доверять? Почему этому человеку не стоит доверять? Так, ответственно надо относиться. Так, кто в окружении твоем двуличен? Почему этому человеку не стоит тебе, не стоит ему доверять? Кто в окружении твоем двуличен? Почему этому человеку не стоит доверять? Кто в окружении твоем двуличен? Почему ему не стоит доверять? Итак, начинаем, да? Почему узнаем потом, а сейчас кто в окружении твоем двуличен? Ух ты, какая-то женщина очень похожа. Женская энергетика. Ой, мамочки, тут такая же... кстати, это может быть ваша подруга. Угу. Ага. Это очень похоже на вашу подругу. Если, допустим, может быть даже одна или две, ну давайте спросим. Это одна ваша подруга? Да, это две ваши подруги. Знаете, вот как мне хочется это прочесть. Вот вспомните, может быть, одно время у вас были там две подруги, да, или у вас там 2-3 подруги, с которыми вы могли весело время проводить там. Ну, тут показано, девчонки там выпивают, общаются. Может, студенческие какие-то годы. Может быть, как это... молодость. У кого сейчас это молодость. Вот просто подумайте. Действительно было о чем поговорить. И действительно как-то все легко так все воспринималось. Радость жизни, наполнение. Может быть, первые какие-то у вас связаны, даже у каждой свои, понятно, там попытки, там, может, не знаю, личную жизнь построить, какие-то первые попытки, может, реализоваться где-то. Вот тут как будто бы вот тут так вот, когда вы общались, можно сказать, не знаю, по-доброму, по-душевному, даже это не то слово, просто весело. Не знаю насчет доверия, но просто весело. Вот как будто бы вот такое какое-то. У кого-то это прям шумная компания. Так вот, тут одна конкретно эта девочка, она как хитрая лиса. И вот вам не стоит точно ей доверять. А вторая, мне такое, как будто бы из этой компании девочка, может периодически просто тоже как пытаться, если ей удобно, она появляется, допустим, на вашем, не знаю, там, поле, огороде, да, пытается, может быть, если выгодно, удобно, вы пересекаетесь, она как, больше как потребитель, тут как-то воровство, это не в прямом смысле, что она вас там, не знаю, шкатулку бабушкину слямзит, да, или что-то там что-нибудь, бижутерию какую-нибудь, или там книгу взяла и не отдает, там, 10 лет. Нет, тут больше как человек, который воровство больше заинтересован в том, чтобы быть потребителем, брать от вас что-то. Вот ему там, допустим, пока вы ресурсная, да, наполненная, яркая, пока с вами там весело, у вас какой-то период может быть, да, такой какой-то, то он с вами общается. Когда у вас период неудачи, вы сами нуждаетесь в поддержке, эти люди могут вообще, ну, эти женщины в данном случае, как будто про вас забывают, и каждый живет своей жизнью, да. А если вы, не приведи Господи, тут обратитесь еще за поддержкой, могут отморозиться и сказать, у меня тоже тяжелое время, у меня тоже там, не знаю, мама мигрень, да, или... Ой, оказывается, у меня тоже там такое вот, я не могу тебе ничем помочь. Может, это завуалировано. Но вы, скорее всего, еще такая женщина, которая фиг еще обратится к кому-то за помощью. Я просто говорю, что у каждого из нас бывают такие периоды. Некоторым нужна эта поддержка, у некоторым вообще не нужна. Ну, вот просто я пример говорю, что больше как потребители. Вот две такие вот мне вышли дамочки. Причем одна конкретная.
тут. Кто она? Кто она? Она очень яркая, привлекательная. Тут муза. Женщина, которая в свою внешность вкладывает достаточное количество средств, умеет подчеркнуть свои достоинства, следит за собой. Женщина, которая в прошлом любила, могла любить, открытым сердцем шла, потом, скорее всего, было предательство, обесценивание этой любви, может быть, как первая любовь, да, разочарование. Тут от любви до ярости, до ненависти один шаг. Тут у женщины энергии поменялись. Получается, женщина, которую предали, ангел, она летела на этих крыльях любви кому-то, ну, может быть, планировала там у кого-то союз, брак, у кого-то там деток, может, даже планировала. По крайней мере, любила. И тут вот эти крылья любви у нее в один момент вот это вот вырвали. Да, и она как этот ангел, падший на землю, спустилась, да, упала. Эти крылья, видите, прям вырваны у нее. То есть где-то произошло это обесценивание, предательство, где-то ее иллюзии вот эти вот разбились, ожидания. Вот почему-то мне показано такую женщину, у которой был очень печальный этот опыт в любовной сфере. Так, понятно, я уже сказала, как вы связаны, веселое времяпровождение. Тут действительно все кайфовали, действительно какой-то подъем был. Повторюсь, может быть, какие-то вечеринки, общение, студенческие годы. Вот энергетика такая мне почему-то идет. Но вообще она хитренькая, да, хитренькая. Вот ей точно не стоит доверять. Причем, ну, я же повторюсь, это довольно-таки какой-то близкий круг. Вы ее точно знаете, вы должны понять, о ком идет речь. И в то же время, я могу сказать, что даже когда вы общались, не было, наверное, скорее всего, этого ощущения у вас хитрость лжи. Как на одной волне, может быть, радость какая-то. Так, какая она еще, эта женщина? Шансы по влюбленным. Она, кстати, сейчас может быть в таком каком-то состоянии. Я не могу сказать, что она не ресурсная, но она какое-то... Как будто бы туз жезла, вот, допустим, считаем это так, у нее в жизни были шансы, которыми она могла бы классно распорядиться, их использовать. Вот, как хотите, так и воспринимайте. Еще карта клевер, это тоже шансы. Но как будто бы дальше идет карта самобичевания. Из-за чего? Из-за того, чтобы она неправильно распорядилась этими возможностями, этими шансами. Ну, как исковеркала это как-то что-то, вот как не вот так вот идет. Так, а что-то у меня тут летит. Вот эта карта отсюда упала. И тут карта влюбленная, может, выбрала не того мужчину, не тот вариант, или же не вовремя как-то это все сделано. Вот тут как будто бы жизнь до и после. Вот тут есть такое какое-то у нее самобичевание, накручивание. Может, она даже вслух это не скажет, а сама себе говорит, я там упустила какие-то шансы. Чё ж я там вот выбрала не того, чё ж я там... не дала шансы тому-то, ну, допустим, да, это может касаться личной жизни, это может касаться там работы, каких-то предложений, реализации, но опять-таки упущенные классные шансы, тут классные были шансы, правда. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, обнуление какое-то в жизни произошло. И она говорит, боже, как бы не хотелось бы быть как одуванчик, где-то свободной, где-то легкость вот это хотелось бы. Но уже как будто бы что произошло, то произошло. Какой-то узел кармический завязан крепко. Но где-то характеристика ее, вот ей не стоит доверять, кто она. Она вот, ну, кого-то прям проиграется, Скорпион по знаку зодиака. Но я вообще к этому не привязана. Человек, который на самом деле может очень больно ужалить. Вы расслабитесь, вы будете ее, допустим, помнить, воспринимать вот такой вот, да, вот. Ну как, мы часто помним людей. И энергетику эту особенно так вот вспоминаем, вот, допустим, студенческие годы, какими мы были, и мы встречаем человека, и у нас не приходит сознание того, считывание того, что мы изменились, этот человек изменился. Иногда до нас доходит, ну, как правило, с трудом доходит. Да? Мы помним вот людей такими, какими они есть, какими они были. Да? Они понимаем, что они совершенно это уже другие. Это когда одноклассники встречаются, да, и мы помним их там, не знаю, Васек какой-то, который там, уж не знаю, портфелем этим или дипломатом каким-то бился. Или там, не знаю, что там кнопки какие-то учителю подкладывал, допустим, да, или там за косички дергал. А он тут не Васек какой-то, а уже Василий Иванович. И, пожалуйста, извините, и он уже совершенно не тот. Ну, это я утрирую, но вы понимаете. Вот тут какое-то вот такое вот идет, должно у вас, по крайней мере,
сработать осознание того, что это уже не та добрая, веселая женщина, с которой вас связывали студенческие там или не студенческие, не знаю, что студенческие, школьные, там еще какой-то рабочий, может быть, даже какие-то корпоративы, может быть, радость, веселье, общение. Тут человек, который внутри затыл какую-то злобу, человек, который может вам принести боль, вы расслабитесь, он может вас ужалить. Токсичный человек, вот такой вот, эта женщина, но при этом она яркая, при этом я не оправдываю, понятно. Вот как будто бы рассказ просто, что в ее жизни это было предательство этой любви. Ее она кого-то любила, а потом вот того, что она, может быть, даже какая-то, даже тут самобичевание, она, может быть, даже сама себя накручивает, что почему я выбрала, допустим, какого-то не того мужчину, который, допустим, мог мне дать радость по ее меркам, по ее мнению, да, там, закрыть ее потребности. Почему я выбрала какого-то нехорошего мужчину, который мне принес боль, разочарование, который у меня ярость эту вызвал. Вот тут такое тоже может быть. Ой, вот такая вот женщина. Ну, кстати, вот эта карта, вот эта характеристика муза, яркая, вдохновляющая, внешне она привлекательна, она может цеплять мужчин, но не факт, что дальше там энергетика уже не такая у нее. У нее энергетика уже вот и даже не такая по тузу жезлов, да, когда все горит в руках и полна надежд. Тут не то, что там сбитого летчика, нет, тут такая дамочка токсичная. Тут, кому-то, может, такие нравятся, по Скорпиону это, но она опасна, она очень опасна, эта женщина. Да, не приведи, не приведи, Господи, да, перейти ей дорогу, да, как может в один какой конкретный момент, даже если информацию о вас какую-то она имеет, она может эту информацию так перекрутить, так выдать, вы можете пострадать даже. Ну вот, как минимум, да. Так, почему не стоит этой женщине доверять? Почему? Почему не стоит доверять? Сразу показана ваша какая-то инаковость. На вас попадала там карта, окно в иной мир, да, это вы как другая совсем, где-то белая ворона. По большому счету можно вот это вот так вот считать, что у каждого из вас свой путь, своя дорога, свои тараканы в голове, свои какие-то ментальные вот эти вот ограничения, клетки свои, страхи, да, у кого-то родовые программы. Но тут даже почему не стоит доверять, хотя бы потому, что она же, как вам сказать, дельный совет какой-то дать вам она по большому счету не может, потому что тут показана ваша разница. Вы, как будто у вас одна жизнь, и одни какие-то приоритеты у вас одни в жизни, ценности даже уже другие, совершенно разные у вас. Вот не стоит доверять. Где-то она даже, скажем так, она не поймет вас. Она не поймет вас. И даже тут как будто бы, если даже вы будете ей рассказывать, допустим, да, о своих каких-то планах, о том, как вы там, допустим, тут такие карты своеобразные. Тут карта клетка, карта президента и освобождения и танец любви. Тут, допустим, если вы встретите какого-то мужчину, пример, да, захотите, допустим, выйти из каких-то ограничений, захотите, может быть, рискнуть, захотите где-то дать себе шанс, там, пример в личной жизни, потому что тут любовь, танец любви. И где-то от ментальных этих, я же повторюсь, как освобождение. Видите, тут как из головы человека вылетает эта белая голубка. Это своего рода свобода, свобода полета, свобода
в проявлениях, где-то избавление от этих страхов, карта презент, то эта женщина может вас там, у нее же был печальный опыт, там мы видели в личной жизни, то тут, допустим, на ваши какие-то восторженные там, не знаю, желания изменить свою жизнь к лучшему, выйти из этой клетки, она тут может вам столько гадости даже элементарно вылить, причем, может быть, даже из благих намерений каких-то. Что тут пятерка кубков — это карта разочарования именно в личной жизни. Тут кубки разлитые, женщина оплакивает какую-то несбывшуюся любовь. И тут желание где-то, я не могу сказать, что там желание вам зла, но тут как бы, вот, может быть, она будет даже вас призывать к тому, чтобы вы сдерживали себя, держали как в рамках, в границах. Вот как раз то, чего вы хотите, допустим, в какой-то момент, выйти из этих рамок, изменить свою жизнь, применить свои знания по белой вороне, которые у вас получены, там, знания, полученные там, через психологию, увлечение эзотерикой, таро. Вы как будто бы это все хотите применить, и карта презент — это ваш дар, это ваше право на какое-то освобождение, на построение своей личной жизни. В том числе где-то как-то реализовать вот танец любви, это может быть союз с кем-то, как бы в ваших, там уже не знаю, как бы это ни выглядело в ваших глазах, как бы это, какой бы формат это ни приобретало, но как будто бы это ваша жизнь, и только вам решать. А вот тут говорят, что не стоит этой женщине доверять. Почему? Потому что она где-то будет вас подталкивать к тому, чтобы вы вот в этих ограничениях, как это заградочка, это не стояли. Как будто бы такой вот ящик Пандоры. Она будет вам рассказывать максимально, как будто бы подталкивать вас к тому, что не стоит рисковать, что это риски чреваты. Ящик Пандоры, да, конечно, искушение есть, но слишком, опять-таки, ты можешь чем-то таким поплатиться в жизни, как будто бы вроде бы и отговаривать вас от каких-то роковых ошибок, да, карта башня. Вроде бы какие цель этого всего — избавить вас от разрушения, но в то же время в конечном счете это как будто бы закрывать вам энергию, и карта отшельник. Ощущение такое вам давать, как будто бы одиночка, нужно самому где-то вот, не то, что там проживать эту жизнь, а как будто бы даже шансы, там, какие вы хотите в жизни брать, вот она почему-то на вас так будет влиять, что вы даже не захотите эти шансы брать, не рискнете. Как будто бы прислушайся к мудрости подруги, или прислушайся к опыту, или ты уже не девочка, или уже, пример такой какой-то там, или оно тебе надо, или это же чревато, как ты потом с этого будешь всего выходить, тебя что, жизнь не научила. Вот это все такое, вот как будто бы. И отшельник тут такой, знаете, с одной стороны, да, отшельник, ничего плохого, как будто бы набирайся мудрости. Ты же уже в таком возрасте, когда типа ты должна быть мудрой, продумывать свои поступки. Но тут отшельник, он тоже своеобразный, да, на этом черном фоне. Тут серо-черный. То есть этот отшельник не получает радости. Это отшельничество, которое скорее, если вот по этой карте и ты выбираешь такой какой-то период своей жизни, то, по крайней мере, я думаю, мало кому хотелось бы постоянно в таких энергиях находиться. А тут вот этой женщине как будто очень важно, чтобы рядом с ней кто-то разделял ее точку зрения, может быть, ее взгляды на взаимоотношения. Где-то если она обожглась, если она обесценила любовь, то ей как-то для нее это не очень-то приемлемо, что рядом кто-то там освобождается от этих ментальных каких-то установок, страхов и вот идет в новое и пытается с кем-то вот прям закружиться в этой любви, в этих эмоциях. Ей бы, скорее всего, было бы более понятно. И, почему-то ей, не знаю, может, это зависть какая-то. Я даже не могу это объяснить. По крайней мере, для нее было бы нормально, чтобы вы были в одиночестве, для того, чтобы вы где-то не допускали даже мысли о том, что ваша жизнь может измениться в лучшую сторону. И уж тем более, чтобы вы не предпринимали каких-то там, не знаю, решительных этих шагов, не делали.
Так, почему еще не стоит доверять? Потому что на самом деле она перед вами, говорит, разыгрывает какое-то представление. Она вам показывает ту сторону жизни, которую она считает нужным. Вполне возможно, в один момент вы осознаете, что какая-то огромная часть ее жизни скрыта от вас. И она там, допустим, то, что она порицает, или то, что она типа, не то, что там, я не говорю, что кто-то может вам что-то запретить, но она может быть как вас к этому подталкивать вот так вот такими какими-то намеками, выражениями, иронией какой-то, да, и брать, знаете, как большой знак вопроса, а зачем это тебе нужно? Вот такими какими-то, ну, вы понимаете, да, иногда можно не напрямую, а как-то так иронично, саркастично это выразиться, и ты понимаешь, по крайней мере, думаешь, а действительно, зачем оно мне надо? Может, я еще подумаю. А действительно, может, я что-то не замечаю, может быть, ей виднее. Но это у кого-то, у кого низкая самооценка, кто-то так может отреагировать. Или у человека у любого бывают периоды такие, знаете, когда мы уязвимы. Вот в такой момент она может вам что-то такое сказать. И вы можете отказаться, здесь действительно от классной какой-то любовной истории, от шансов каких-то. Ну, в общем, смысл такой, что потом вам один прекрасный момент, что еще будет более для вас шокирующе и болезненно, может быть, вы осознаете о том, что, ага, то, что она мне говорила, она сама этих же взглядов не придерживается. Ну, вы поняли, да, этих установочек, и этих каких-то, типа, моральных каких-то у нее там, не знаю, шаблоны, требования, типа, да, на самом деле это представление, это как будто бы для одних людей у нее одни там правила, а для нее они совершенно другие. Вот двойственность какая-то, вот поэтому двуличие вот в этом же и проявляется. Двойные стандарты, вот какая-то мораль такая исковерканная вообще. Карта шут дурак. Почему еще не стоит доверять? Потому что тут прямо у вас придет озарение. Шут дурак, у вас какой-то один цикл вашей жизни вот может закончиться, да, вы придете к какому-то, ну, результату, да. Если, допустим, будете прислушиваться к ее мнению или там будете ориентироваться где-то даже на нее. Хотя тут сразу подсказка, вы абсолютно разные. И не нужно как будто бы вообще даже, ну, ориентироваться. Ее жизнь, ее там выводы по жизни это одно, а ваша жизнь, это, соответственно, там совершенно другие выводы должны быть у вас и уроки пройдены. Так вот, тут как будто бы вот какой-то цикл у вас жизни закончится, да, вы придете к какому-то результату. И тут, как по шуту дураку, начинается у вас новый этап жизни, и тут вы можете, ну, не знаю, к стечению обстоятельств, может быть, как-то сопоставить, и тут вы увидите ее, допустим, совершенно в другом свете, вот как глазки откроются, и вы осознаете, что человек может сознательно в вас какие-то иллюзии заводил, у вас вот эти как розовые очечки были, вы на ее поступки, на мотивы ее поступков смотрели вот по одному, в принципе, видели ее одной, вот видите, через эти очки тут как цветы распускаются, то есть вы ее видели цветущей, там, не знаю, обладатель каких-то добродетелей, не знаю, чем там вы ее наделяете, но видение одно, потому что она ваша подруга, или то, что она вам там желает самого лучшего, там, или еще чего-нибудь такое. Но в любом случае это позитивно. И тут вот резко эти очечки разбиваются этими стеклышками внутрь, и вы видите Абаддон, это дьявол, это искажение. Вы видите, что человек на самом деле, ну, мягко говоря, совершенно не тот, кем он представлялся. Человек, у которого пороки, человек, который двуличен, у которого, может быть, мотивы в этих, не знаю, дружбы с вами, взаимоотношений совершенно не те, которые есть у вас. То есть никакой она вам на самом деле не друг. Ну, по дьяволу, какой может быть друг? Может, выгодны вы на каком-то этапе. Не знаю, использовать ваши ресурсы, ваше там, не знаю, время, у кого-то материальное, у кого-то еще что-нибудь, поддержку вашу. Где-то самоутверждаться, может, даже за ваш счет. У каждого свое. Вот тут как будто бы в один момент, вот, по шуту дураку, это новый цикл, начало чего-то нового. Может, даже встретитесь с новыми людьми. Я не говорю, что они там станут вашими друзьями, но, может быть, новое это начало, шут. Новый коллектив, общение новое. И благодаря этому вы сможете посмотреть на всю эту ситуацию совершенно под другим углом. Повторюсь, вот где-то вот эти розовые очечки слетят в один момент. И для вас это будет очень болезненным разочарованием. Ну, и откроются эти глазки ваши. Туннельное это зрение уйдет ваше. Ну вот поэтому не стоит доверять сейчас уже этой женщине. Доверяйте себе, мои хорошие.
Все, мои хорошие. Да. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.